Буквально на днях поступила, пока еще не подтвержденная информация о тайных переговорах президента Казахстана с США. Некая служба, решившая не раскрывать свою личность и страну, сообщила, что есть предположение о тайных связях президента с правительством Соединенных Штатов Америки. Российские спецагенты с первого же дня принялись за поиски всей информации по данному вопросу. Спустя неделю президенту Российской Федерации сообщили о подтвержденном сотрудничестве президента Казахстана со специальными службами Соединенных Штатов Америки за взятку общей суммы больше 5 миллиардов долларов. В обмен на эту огромную сумму президент должен был сообщать о всей политической, социальной и военной жизни Российской Федерации, открывая им все самые новые разработки и проекты. Как прошла встреча Путина и президента Казахстана, на которой Путин разоблачил его. После вскрытия всей информации о незаконной деятельности президента Казахстана Владимир Владимирович созвал официальную конференцию, где подробно рассказал о всем произошедшем. Он говорил о том, что побудило изменщика пойти на соглашение о сотрудничестве, рассказал о том, что именно совершал президент, и обвинил его в измене государству, так как он сливал американским службам не только тайную информацию Российской Федерации, но и собственного государства. После выступления Путина о данной ситуации заговорил не только весь Казахстан с Россией, но и практически весь мир. В самых разных точках планеты вспыхивали протесты и обвинения о государственной измене казахстанского президента. Многие страны, например, такие как Сирия, Куба, Венесуэла, выступили протестами и санкциями Казахстану в знак уважения и поддержки для Российской Федерации и его президента. Спустя неделю Владимир Владимирович предложил президенту Казахстана встретиться на конференции на его же территории, чтобы обсудить все сложившиеся обстоятельства, чтобы прояснить всю ситуацию для народа. Ответа на данное предложение не поступало на протяжении более чем недели, но затем президент все-таки вышел на связь и принял приглашение. Через 4 дня была назначена встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Казахстана на территории государства, в его столице, городе Нур-Султан. Около здания, в котором должна была происходить встреча, было окружение из полицейских тяжелых машин и различного другого транспорта, включая самих представителей специальных служб от обеих государств, а именно СОБР, ФСБ, Арестан и так далее. Все они сдерживали десятки тысяч протестующих людей, собравшихся там, чтобы публично показать президенту Казахстана свое недовольство и то, что он является настоящим изменщиком. Довольно продолжительное время президент Казахстана не появлялся на конференции, он задержался на целых полчаса, что еще сильнее разгневало протестующих жителей и самого Владимира Владимировича, потому что все они приняли это как знак неуважения. После прибытия президента корреспонденты и репортеры всех возможных телеканалов и журналов буквально с первой секунды разорвали его тоннами вопросов. Владимир Владимирович вежливо попросил отставить их на будущее, после того, как состоится официальная конференция. После ее начала президент Казахстана начал, буквально собственноручно закапывать себя под землю тем, что начал оправдываться и говорить, что вся информация о том, что он является тайным агентом, изменщиком, который выдавал тайны жизни всех сфер как своей, так и чужой страны, является ложью. После этого зал конференции буквально наполнился криками и протестами, успокоить которые не удавалось еще долгое время. Путин заявил о наличии всех полных официальных доказательств, подтверждающих тайные переговоры Казахстана со службами Соединенных Штатов Америки, взятие суммы более чем 5 миллиардов долларов в качестве взятки лично президенту. На это оппонент отвечал простыми словами, что все это полная ложь, направленная на дестабилизацию экономического положения и социального отношения к нему. Далее конференция длилась недолго, ему задавали самые насущные вопросы, на которые он отвечал с таким же нежеланием, фальшем и презрением к своему народу, говоря, что все теории по отношению к нему – полная чушь. Спустя 40 минут он объявил о закрытии заседания, после очередного неудобного вопроса, затем очень быстро исчез. Куда собирается бежать президент Казахстана и как отреагировал народ? После открытого вранья на конференции, попыток оправдать себя, оскорбления всего народа Казахстана лжецами, в том числе и Владимира Владимировича, народ буквально взбунтовался. На митинги и протесты вышли десятки тысяч неравнодушных граждан для того, чтобы свергнуть недостойного президента, который является самым настоящим изменщиком государства.
Сам он это все прекрасно понимал, поэтому с самого начала разрабатывал очень трудный и сложный план аккуратного побега из страны, чтобы избавиться от настолько великой ответственности и ненависти практически от всего мира. Так как он сотрудничал с американскими специальными службами, то попросил у них с самого начала поддержку и помощь с осуществлением плана побега в случае раскрытия всей его деятельности. Они, конечно же, не имели ничего против, поэтому подготовили настоящую стратегию по резкому исчезновению. Ночной личный самолет должен был забрать президента глубокой ночью в 2:00 из аэропорта в Жамбыле, затем на временное существование отправить его в штат Вирджиния, город Вильямсбург, затем ему должны будут поступить приказы о дальнейших действиях. В тот самый день, когда должен был быть осуществлен побег из страны, все складывалось не лучшим образом в сторону президента. Протестующие граждане буквально перекрыли все дороги, из-за чего было невозможно добраться до аэропорта незамеченным, по воздуху соответственно тоже, так как это сразу же заметят. Ближе к ночи, в 11 вечера, толпы протестующих немного уменьшились, давая небольшой шанс пробраться на легковой машине к аэропорту, но без конвоя, так как это привлекло бы большое внимание. Долгая подготовка и работа специалистов по гримировке дала о себе знать, президента было буквально не узнать. Поэтому в час ночи план был в режиме активной подготовки. Улицы стали еще более свободными. Медленно и спокойно перемещаясь по городу, президент был, на самом деле, под большой угрозой, так как протесты шли, а стоящей охраны не было. Следствием всего этого стало официальное исчезновение президента Казахстана из страны на следующий день. Больше информации не раскрыто по сей день.